Всем привет! Сегодня мы с вами затестим вот этот смартфон и в конце два таких разыграем. Ничего не напоминает? Honor 8X. Но не тут-то было. Прямо сейчас я держу в руках самый бюджетный смартфон бренда Honor в 2019 году по мнению производителя. А именно 8A, который будет стоить у нас около $150. Заинтересовало? Ну тогда погнали! Как я уже говорила, смартфон похож на 8X. Задняя крышка сделана из поликарбоната, не стекло, к сожалению. Но с виду так сразу и не скажешь. Как и у 8X, тыльную панель разделили на две полоски, матовую и глянцевую. А в цветных версиях будет такой же красивый градиент. Сзади также расположен отпечаток пальца и всего лишь один модуль камеры. На нижней грани видим как бы два динамика, а между ними micro-USB. Но это обманка, в одном из отверстий левого поместили микрофон, а мини-джек уже у нас сверху. Помните, как я говорила в обзоре Honor 8X, что люблю симметрию? Ну вот, наверное, в Huawei услышали мои молитвы и здесь тоже сделали все красиво. Пусть даже бюджет не позволяет вставить второй динамик в этот смартфон, но смотрится-то ничего так. Отдельно обращу внимание уже на рамки. Они, как видите, тонкие. Дисплей как бы безрамочный, а сверху красуется каплевидный вырез для фронталки. Как для бюджетника достойно, даже непредсказуемо, я бы сказала. Нижняя рамка, правда, широковата. Хотя, может, это такое дизайнерское решение, которое создано для того, чтобы вместить логотип. Не знаю, на любителя. Матрица у смарта IPS, диагональ экрана прямо-таки большая, почти на 6,1 дюйм. Но и разрешение всего 1560 на 720 пикселей. Full HD тут не вписался. Ну, лично мне хватает. Шрифты читаются хорошо, цвета яркие и красочные. Тем более немного мультяшная оболочка Emotion UI 9 все компенсирует контрастным интерфейсом. Качество картинки можете оценить сейчас и сами. Остановлюсь еще на оболочке. С обновлением мы получили парочку важных изменений. Во-первых, система стала легче и все процессы немного порезвели. Во-вторых, многие кнопки поместили теперь вниз, и на 6-дюймовом экране легче попасть одной рукой куда нужно. В-третьих, появилась новая фишка — цифровой баланс. Смартфон отслеживает, сколько времени ты потратил на каждое приложение, сколько раз его открывал, время работы экрана и так далее. Ну, например, если вы, как я, долго залипаете в Instagram, то с помощью этой программки это можно контролировать и пресекать. И еще одна радость. Так как мы сказали про новую оболочку, Honor 8A со старта будут продавать на 9-м Android Pie. Но я хотела немного добавить. Несмотря на то, что Emotion UI 9 ускорилась, ОЗУ смартфона всего 2 гигабайта. Сегодня этого откровенно маловато. Но для соцсетей и каких-то базовых задач смартфон годный. Внутреннее хранилище 32 гигабайта, microSD вставляется и параллельно работает с двумя симками. Жертвовать ничем не придется. Работает Honor 8A на MediaTek Helio P35. Такой же процессор стоит и в игровом Xiaomi Mi Play. Это 12-нанометровый чип на 8 ядрах, который разгоняется до 2,3 ГГц. Он использует малоизвестный видеоускоритель PowerVR GE8320. И вы знаете, смело может потягаться со Snapdragon 625. Преимущество P35 в том, что он бережно использует заряд и редко перегревается. Конечно, в тяжелых играх даже на низких настройках графики он подтормаживает и просаживается. Но все мы понимаем, что такое бюджетный смартфон и под что он заточен. В тесте Antutu Honor 8A меня приятно удивил, набрав 77 тысяч очков. Я ожидала меньшего, если честно. Автономность у него стандартная, на день хватает. При максимальной яркости в HD разрешении 8A протянул 7,5 часов. И блок для зарядки у него только на 1 ампер. Тут похвастаться нечем. Зато доступна бесконтактная оплата. Могли вы себе раньше представить, что в самом бюджетном смартфоне какого-то бренда будет NFC? Да блин, это было утопией. Зато в 2019 все двери открыты даже за 150 баксов. Круто же, ну. Плюс на Honor 8A есть приложение Huawei Beam. С его помощью очень быстро и удобно передавать файлы на смартфон, который тоже поддерживает NFC. Пару слов о камере. Как вы видели в начале, основной модуль 1 на 13 мегапикселей со светосилой f1.8. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, диафрагма у нее f2.0. Портретных фото не получим, как бы не хотели. Учитывая то, что правильно отделять фон от главного объекта многие смартфоны так и не научились, камера Honor 8A меня вполне устраивает и без портретки. Четкости снимков немного не достает, но в целом картинка яркая. В дополнительных режимах есть HDR, но как по мне без него лучше, ибо на фото потом куда-то пропадают детали. Хотя и радует то, что контрастность в этом режиме не слишком ядовитая. Еще один положительный момент — ручные настройки. Как ни странно, видео смартфон пишет Full HD, но без стабилизации. Причем фронтальной камеры это тоже касается. Кстати, здесь фронталка умеет разблокировку по лицу делать. Палец мой смартфон распознает с некоторой задержкой, а вот Face Unlock на удивление шустрый. При плохом освещении, к сожалению, часто бывают баги. Тем не менее, самый доступный смартфон и сканер лица, как правило, понятие малосовместимое. Снова 8A рушит стереотипы. И, внимание, сейчас нужно послушать не меня, а услышать, как воспроизводит звук Honor 8A. The best is in you. We are
Один его динамик выдает до такой степени громкое звучание, что в данном случае смартфон в кармане может заменить портативную акустику. Диапазон частот стандартный, стереозвука здесь нет. Но черт возьми, это так громко! У меня дома, например, с ним соревнуется только мой телевизор. Другие смартфоны нервно курят в стороне. Получается, что в марте Honor нам представили их самый бюджетный смартфон с безрамочным дисплеем, NFC и адски громким динамиком. Начало года интригующее. И знаете, я бы вписала этот смартфон в свой топ лучших до $200, если бы затестила его раньше. Приятная новость. Мы разыграем целых 2 таких гаджета в золотом и в черном цвете. В этот раз шанс выиграть возрастает вдвое, поэтому скорее переходите по ссылке в описании и принимайте участие. Обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокол. Ну а лично я буду ждать от вас еще и лайка под этим видео, если это все было не напрасно. Смотрите другие наши видео со сравнением Huawei Y6 2018 и 2019 года и подборку лучших бюджетных смартфонов от меня. Пока!